Сайт с новостями за июнь. Немецкие комики прославились на весь мир с песенкой про Барбару и пирог из рабарбера. Это уже несколько месяцев длится. Песенка начинается с абракадабра. Там поется «Жила-была Барбара в одном городке». Прошло повсюду слава о ее пироге. Она выпекала пирог из ревеня. По-немецки это рабарбер. Народ без пирога не мог прожить и дня. Дальше в тексте, который сочинил известный берлинский комик Бодо Вартке, рассказывается, как Барбара открыла бар, куда поесть ревеневого пирога приходили жившие в том городе варвары. Им стриг бороды местный барбер, с которым варвары потом пили пиво в баре у Барбары. На видео в Ютубе, вышедшем в конце 2023 году, Вартке исполняет свой абракадабра рэп вместе с другим популярным в Германии комиком и музыкантом Марти Фишером. Нью-Йорк Таймс пишет, что на одном из крупных музыкальных стримингов этот хит немецких комиков на короткое время поднялся даже на самый верх, обойдя в популярности даже Бейонсе. В своих соцсетях комик уже несколько месяцев выкладывает спродюсированные вместе с Фишером песенки, переделанные из разных скороговорок, но только история про Барбару выстрелила так, что в мае дуэт даже выпустил вторую часть. Сокращенную видеоверсию, где немного не в такт и очень смешно танцуют в разноцветных костюмах. И, подражая им, очень многие начали тоже танцевать под эту песенку. Кстати, этот релиз совпал с сезоном ревеня, реального стеблевого овоща, крайне популярного в Германии, урожай которого собирается с марта по июнь. В основу этой песенки Ватке положил реальную немецкую скороговорку про Барбару и пирог из ревеня. Я не спрашиваю, слышали ли вы про эту песенку. Мой вопрос, любите ли вы ревень? Я его не люблю, но только потому, что я не умею его готовить и несколько раз в жизни всего пробовала. Но каждому следующему разу я забываю, как это было. Не помню ничего плохого, но и так, чтобы я хотела еще и еще, не помню. Почему песенка зашла? Они соскучились просто по позитиву, и так она выстрелила. Так, сейчас с вами попробуем, называется по-немецки компот из вот этого вот ревеня. На самом деле это какое-то варенье. Вот сейчас попробуем. Вот такой рабарбер компот. Сахара 14 грамм из 100. Ну, для варенья немного. 73% рабарбер, вода. И рабарбер цукор еще 13%. Ладно, попробовать. Ну, выглядит это не очень. Ну, такое. Немножко кисленько. Ну, как немножко? Немножко. Но я не могу сказать, что это невкусно. Уа! Рабовый компот. Das soll ich jetzt probieren. Ja, Vor probieren laufender und sagen, Kamera. was das. Also der spezielle Rhabarber-Geschmack kommt nicht raus. Es ist so eine leichte Säure drin und eine Süße, also gar nicht mein Fall. Würde ich jetzt nicht leer essen. Ein Löffel reicht und nein, danke. Also um die Frage zu beantworten, ob ich Rhabarber mag. Rhabarber habe ich eigentlich in der Vergangenheit nur in Kuchenform gegessen. Also wenn es auf Kuchen kommt, dann kann man eine ganz gute Kuchen backen. Verschiedene Leute kennen das Rezept und es schmeckt ganz ordentlich gut. Also ich mag das. Ne? Also wenn Rhabarbersaison ist und Rhabarber wird geerntet, esse ich schon mal gern so ein, zwei Stücke Rhabarberkuchen. Aber ansonsten habe ich Rhabarber nicht gegessen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es ein schlechtes Gemüse ist. Ne? Also ich finde es ganz gut, ja, um diese Frage zu beantworten. Und warum ist dieses Lied so populär geworden? Ja, also ich glaube, das sind
zwei Gründe, warum das so durch die Medien ging und viele fanden das gut. Zum einen fand ich dieses hohe Wiedererkennungswert durch das Rhabarber, weil sich fast jeder Satz vom Vorsatz reimt. Ne? Rhabarber und dann Rhabarbera und es ist sehr schwer auszusprechen. Und noch zusätzlich, der zweite Grund ist, dass es ein sehr gute, spezielle tanzende Beat hinten dran ist. So wie so ein Rap, ne? Also so wie ein deutscher Rap und jeder hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert, wenn er das Lied sieht. Und viele haben dann gesagt, hey, da kann man drauf tanzen, haben dann auf Insta, habe ich gesehen, immer so kurze Videos gemacht über diesen Anfang von Rhabarberlied, ja. Man hat es nie ganz zu Ende gesehen und das ging dann durch und jeder hat es gekannt. Also das sind, glaube ich, die zwei häufigsten Gründe, warum das Lied überhaupt berühmt worden ist. Ne? Ich selber finde es auch gut, man kann drüber lachen, es ist ganz witzig und wenn man den Sinn versteht, es hat schon einen Sinn, das Lied. Ja? Eine Frau hat einen Rhabarberkuchen erfunden, Ich habe schon übersetzen. dieses Lied. Du musst nicht das Aber ich noch darf, einmal. oder? Darf, aber Okay. Also ich darf. Also eine Frau hat eine Rhabarberkuchen erfunden und viele Leute haben das gemögt und gemocht, sind extra in diese Ort gekommen, haben den Kuchen immer wieder gegessen und dann hat die Barbara verstanden, oh, jetzt der Kuchen ist super populär, ich werde eine Rhabarberbar eröffnen. Ja? Also das ist alles ganz witzig, finde ich. Und deswegen natürlich ist das voll durch die Medien gegangen und jeder hat es eigentlich gekannt. Das ist der Sinn und viele haben dann halt immer wieder diesen Kuchen essen wollen und sind dann extra von Weitem gekommen. Viele Leute haben immer besucht und das ging halt richtig gut, die Kneipe dann, die Rhabarber. Ja, so war das. Und ja, ich finde es ganz witzig, also dieses Lied. Mir gefällt es auch. Рабаба Барбара Баба Барен. Рабаба Барбара Баба Барен Барбье. Ну, бог с ним. Итак, в чем успех этой песни? Дело в том, что мы живем во время, когда вербальные игры завоевывают свое место и не отдают его, и поэтому так сильна литература, и поэтому в прессе все борются за лучшие заголовки. И, в общем, человека безумно всегда привлекает лингвистика, практическая лингвистика, которая позволяет получить удовольствие, понять какие-то глубинные смыслы, а иногда и просто посмеяться. История с этой песней очень простая. Она не новая, эти люди ее не придумывали. Это древняя наша учителей немецкого языка шутка, которую мы используем для того, чтобы продемонстрировать ученикам красоты немецкого языка и вместе посмеяться. Иногда это очень полезно вместе посмеяться. И, соответственно, мы демонстрируем, как собирается слово в немецком языке из разных слов, из разных заголовков. И люди, в общем, как правило, всегда довольны. И вот этот раба-баба-бара, то есть ревень кухон, который я, естественно, не ем, упаси Господи, 10 тысяч братьев не смогут заставить меня съесть хотя бы кусочек этого кухни из ревеня. Ваше здоровье. Вот, они, соответственно, используют этот прием словесной игры, очень древний, и они его просто, эти комики, воскресили, наложили на современную музыку, и получился такой замечательный танец. Ну, хотят люди танцевать, пусть они и танцуют. Дело в том, что мы видим, что это очень неплохо заученные хореографические отрывки. Учитель танцев раз, два, три смотрел обыкновенно вниз. Не сказать, что это высокий балет, но от них высокого балета, кажется, никто и не требует. Так что люди веселятся, люди любят веселиться. И феномен социальных сетей состоит в том, что не всем же сидеть и рассказывать в фейсбуках о том, как молоды мы были, и как, прости господи, поколение X отличается от зумеров, бумеров и миллениалов. Да? Ну, кому-то нужны и другие темы, кому-то нужно и повеселиться, и слава богу, у них это получается. В общем, ничего плохого я в этом не вижу. И как учитель немецкого языка могу только поприветствовать, что песня эта стала шикарной. А в ее международном успехе я вижу прекрасную возможность развития немецкого языка, потому что немецкий язык, который был несколько загнан в
в рамки вот этой вот Германии, Австрии, Швейцарии, он сейчас раскрывается, его учат арабы, его учат поляки, его учат очень активно, учат и применяют. Да? То есть, если я не ошибаюсь, то будет прогноз, по которому где-то через 10 лет мы сможем говорить о 50 миллионах новых носителей немецкого языка во всем мире. Я не говорю носителей в смысле немецкий как родной, да, но немецкий на очень хорошем уровне, как иностранный, безусловно. И для них, конечно, это Рабаба Барбара Барба Барон, это очень круто, и я думаю, что нам стоит этому радоваться.